В эти минуты сотни людей продолжают искать 17-летнюю Лену Патрушеву. Полицейские прочесывают леса, добровольцы проверяют подвалы, кинологи обследуют заснеженные поля. Но никто еще не знает, что девушка уже никогда не вернется домой. А человек, который последним видел ее живой, сам будет помогать в поисках. Ноябрь 2014 года. Челябинск. Город накрывает сильный снегопад. Дороги стоят в пробках, но это не останавливает сотни людей. На парковке торгового центра «Родник» собираются добровольцы. Они приехали сюда ради одной цели – найти Лену Патрушеву. С момента исчезновения прошло уже несколько дней. За это время поисковые группы успели побывать в Миассе, Копейске, Долгодеревенском, но поиски не дают результата. Следствие понимает, это может быть уже необычное исчезновение. В социальных сетях появляются тысячи репостов, создаются специальные группы. Люди обмениваются информацией, проверяют каждый сигнал. Именно тогда появляется первое странное сообщение. Неизвестный человек пишет: «Лены больше нет в живых», а ее парень Кирилл Планков знает, где находится тело. На тот момент никто еще не воспринимает эти слова всерьез. Но совсем скоро станет понятно, что это было не просто совпадение. Чтобы понять, как поиски зашли в тупик, нужно вернуться в пятницу, 7 ноября 2014 года. Лена Патрушева находилась дома. Она попросила у отчима 500 рублей. Хотела купить подарок подруге на день рождения. Мужчина согласился. Тогда никто не думал, что видит девушку живой в последний раз. Получив деньги, Лена начала собираться. Около 4 часов дня камеры наблюдения фиксируют ее возле подъезда. Рядом с ней идет Кирилл Планков, ее парень, последний человек, который официально видел Лену живой. Сначала молодые люди заходят в соседний дом, там жил Кирилл, а затем направляются к остановке общественного транспорта. Следствие позже установит, именно в этот момент начинается обратный отсчет. Согласно материалам дела, пара садится в маршрутку. В это же время камеры замечают еще одного человека – Максима Валишина, близкого друга Кирилла. Тогда никто не обратит на него внимания. Но совсем скоро его имя окажется в центре расследования. В 16 часов 23 минуты телефон Лены проявляет последнюю активность. Происходит исходящий звонок Кириллу. Странность заключалась в другом. По словам самого Планкова, в этот момент они находились рядом. Зачем девушка звонила человеку, который сидел возле нее? Ответа на этот вопрос тогда никто не получил. Около 4:30 молодые люди выходят возле микрорайона Парковый. Отсюда начинается лесополоса, место, которое позже будут прочесывать сотни добровольцев. Кирилл расскажет следователям простую историю. По его словам, здесь их пути разошлись. Лена якобы пошла на день рождения к подруге, а сам он отправился в Долгодеревенское к двоюродному брату. Но оперативники быстро находят первую нестыковку. У Лены не было подруг в Парковом, никто не ждал ее там, никто не приглашал на праздник, а значит, она не могла идти туда одна. Еще одна деталь появляется после изучения камер наблюдения. Около 7 часов вечера Кирилл возвращается домой, но не один. Рядом с ним находится Максим Валишин, тот самый парень, которого раньше никто не воспринимал всерьез. Получается странная картина. Лена исчезает, ее телефон перестает отвечать, а двое молодых людей спустя несколько часов спокойно возвращаются домой. Словно ничего не произошло. Пока родители начинают обзванивать знакомых, Кирилл уверяет всех, он не знает, где находится Лена. И даже помогает искать девушку. Но многие замечают одну странную вещь. Он не публикует ориентировки, не делает репостов и почти не участвует в обсуждениях. Поначалу это кажется мелочью, но с каждым днем подозрения вокруг Планкова становятся все сильнее. Особенно после того, как он начинает отказываться от проверки на полиграфе. Кирилл объясняет это проблемами с сердцем, говорит, что страдает тахикардией и обещает пройти тест позже. Следователи воспринимают это совсем иначе, как попытку выиграть время. Тем временем поиски продолжаются, волонтеры прочесывают лес, проверяют подвалы, обследуют заброшенные здания. Но Лены нигде нет. Именно тогда родственники начинают замечать, парень, который должен переживать больше всех, ведет себя слишком спокойно, словно уже знает ответ, который остальные пока еще только пытаются найти.
8 ноября. Лена так и не возвращается домой. Родные понимают, произошло что-то страшное. К поискам подключаются сотни добровольцев. В социальных сетях создаются группы. Люди делятся ориентировками, проверяют каждую зацепку. Одним из организаторов становится 19-летний Герман Пасечник. На большой карте Челябинска отмечают районы поисков: Парковый, Долгодеревенская, Лесополосы, Пустыри. Но ситуация осложняется погодой. Город засыпает снегом, на дорогах пробки. Видимость становится минимальной, однако поиски не останавливаются ни на минуту. Поступает анонимное сообщение. Кто-то утверждает, что видел Лену в Долгодеревенском. 7 машин добровольцев сразу выезжают туда. Они обходят общежитие, опрашивают жильцов, расклеивают ориентировки, но все оказывается напрасно. Лены там нет. Тем временем в интернете все чаще обсуждают Кирилла Планкова. Люди замечают странность. Он практически не участвует в поисках, он не делает репостов, не распространяет ориентировки и почти не проявляет эмоций, хотя пропала его девушка. В комментариях начинают появляться обвинения. Некоторые требуют проверить его еще раз, другие уверены. Парень что-то скрывает, но сам Кирилл продолжает придерживаться своей версии. Они расстались возле остановки, а дальше Лена ушла одна. Тем временем следствие переводит дело в категорию особо важных. С каждым днем шансов найти девушку живой становится все меньше. Именно тогда оперативники начинают внимательно изучать самого Планкова. Ведь он остается последним человеком, который видел Лену живой. В отделении полиции Кирилл проводит по несколько часов в день. Он спокойно сидит на скамейке, иногда даже засыпает. Родной отец Лены позже признается. Такое поведение показалось ему очень странным. Человек, который любит девушку, не может вести себя настолько спокойно. Однако впереди следствия ждала еще одна неожиданная находка, которая окончательно разрушит образ заботливого парня и покажет, какими на самом деле были отношения Кирилла и Лены. Во время поисков родственники получают доступ к телефону Кирилла, и то, что они находят внутри, шокирует всех. В галерее устройства сохранялись скриншоты переписок Лены с другими парнями, личное общение, сообщения, планы на встречи. Выясняется еще одна деталь: за несколько дней до исчезновения девушка приняла решение. Она хотела расстаться с Кириллом и больше не продолжать отношения. Для самого Планкова это стало серьезным ударом. Он привык полностью контролировать жизнь Лены, знал ее пароли, следил за переписками, требовал отчета почти за каждый шаг. Подруги девушки позже расскажут. Ревность Кирилла давно перестала ограничиваться ссорами. Однажды он даже применил силу. После того, как узнал, что Лена собиралась встретиться с друзьями без него. Становится понятно. Отношения пары были далеко не идеальными. Но следствию все еще не хватает главного – доказательств. Тем временем оперативники начинают проверять телефонные соединения и почти сразу находят новые несоответствия. Оказывается, в день исчезновения Кирилл постоянно созванивался с Максимом Валишиным. Именно в те часы, когда Лена уже перестала отвечать на звонки родных. Сам Валишин утверждает, что весь вечер находился в центре Челябинска и вообще никак не связан с происходящим. Но биллинг мобильных операторов говорит совсем другое. Телефоны обоих молодых людей работали в одной зоне, возле лесополосы рядом с Парковым. Следователи сопоставляют данные вышек связи, записи камер и показания свидетелей. Картина постепенно складывается. Получается, что Кирилл солгал. Он не расставался с Леной на остановке. И Максим тоже оказался совсем не случайным человеком. Но даже после этого Планков продолжает играть роль убитого горем парня. Пишет посты, жалуется на угрозы. Рассказывает, как тяжело ему даются поиски, а в это время следователи уже были уверены. Они находятся всего в нескольких шагах от разгадки. Оставалось лишь найти улику, которая окончательно разрушит версию Кирилла и заставит его рассказать правду. Такой уликой становится одежда Кирилла. Именно в ней он находился в день исчезновения Лены. Криминалисты проводят экспертизу, результаты оказываются неожиданными. На вещах обнаруживают следы крови. И эта кровь принадлежит Елене Патрушевой. После этого отрицать свою причастность становится практически невозможно. Под давлением доказательств Планков начинает давать показания.
Во время допроса он неожиданно называет еще одно имя – Максим Валишин. Тот самый друг, который все это время уверял следствие, что вообще не был рядом с Леной. Кирилл сообщает оперативникам координаты места, где находится тело девушки. Поисковая группа немедленно выезжает туда. Это лесной массив возле деревни Маховички, глубокий снег, густые деревья и место, куда практически никто не заходил. Через некоторое время спасатели делают страшную находку. Под ветками и снегом лежит тело Лены Патрушевой, 17-летней школьницы, которую несколько тысяч человек пытались найти больше недели. Следователи понимают, тело специально спрятали, чтобы усложнить поиски и выиграть время. Но еще больше шокирует другое. Пока родители искали дочь, пока волонтеры прочесывали лес, пока весь Челябинск надеялся на чудо, Кирилл и Максим жили обычной жизнью. Они приглашали домой гостей, пили алкоголь, сидели за компьютером и следили за сообщениями о поисках. Позже выяснится, вечером 7 ноября к ним приходили две девушки. Компания отдыхала, общалась, слушала музыку, как будто ничего не произошло. А сам Планков время от времени заходил на страницу Лены, проверял время ее последнего выхода в сеть и наблюдал за тем, как тысячи людей пытаются найти человека, о судьбе которого он уже все знал. Следствие приходит к выводу. История случайного исчезновения закончилась. Теперь перед ними было заранее спланированное преступление. Оставалось понять лишь одно: почему все произошло именно в тот день и что стало последней причиной для расправы. Ответ на этот вопрос следователи находят в переписках Елены. За несколько дней до исчезновения девушка приняла решение. Она больше не хотела быть рядом с Кириллом. В сообщениях подругам Лена признавалась. Она устала от постоянной ревности, контроля и запретов. Кроме того, у нее появилась симпатия к другому молодому человеку. Она собиралась встретиться с ним и начать новую жизнь. Но Кирилл уже знал об этом. Он читал ее переписки, следил за сообщениями и понимал, что вскоре останется один. Следствие считает, именно тогда у него появляется план – избавиться от девушки, которую он больше не мог контролировать. Позже Планков расскажет. В день исчезновения он специально привел Лену в лес под предлогом серьезного разговора. Там их уже ждал Максим Валишин, который заранее занял место среди деревьев, ожидая условного сигнала. Когда разговор перерос в ссору, Кирилл достал распечатанные переписки Лены и потребовал объяснений. Девушка не стала оправдываться. Она прямо сказала, что хочет закончить отношения и больше не возвращаться к прошлому. Эти слова стали последними, которые услышал Кирилл, перед тем, как все вышло из-под контроля. По версии следствия, Планков подал знак Максиму. Тот выбежал из укрытия и сбил девушку с ног. После этого началось нападение, которое спустя несколько месяцев потрясет всю страну. Позже оба будут утверждать, что хотели лишь напугать Лену и не собирались причинять ей серьезного вреда. Но следователи не поверят этим словам. Слишком много деталей говорило об обратном. Было выбрано безлюдное место, не было камер наблюдения, а один из участников заранее ждал Васы в засаде. Для следствия этого оказалось достаточно, чтобы сделать вывод. Преступление готовилось заранее. Однако впереди всех ждало еще одно потрясение. Поведение Кирилла после произошедшего окажется не менее страшным, чем само преступление. Пока родители Лены не спали ночами, пока волонтеры обходили леса, пока весь Челябинск надеялся на чудо, Кирилл продолжал вести себя так, будто ничего не произошло. Он писал сообщения в социальных сетях, жаловался на усталость, рассказывал подписчикам, что почти не спит и очень переживает за Лену. Более того, Планков утверждал, что ему поступают угрозы, что незнакомые люди хотят его избить, и что он сам стал жертвой этой истории. Но за этим образом скрывалась совсем другая реальность. Следствие уже знало. Он прекрасно понимал, что произошло с Леной. За несколько часов до задержания Кирилл публикует еще один пост. Он посвящен 5 месяцам их отношений. В сообщении парень вспоминает счастливые моменты, просит Лену вернуться домой. Пишет, что скучает по ней и надеется увидеть ее снова. Для родственников девушки это выглядело ужасающе. Человек, который знал правду, продолжал делать вид, что ничего не понимает.
Утром 15 ноября в квартиру Планкова приезжают оперативники. К этому моменту доказательств уже достаточно. Следователи получают результаты экспертиз, изучают биллинг, сопоставляют камеры наблюдения и окончательно убеждаются. Ложь Кирилла начинает рушиться. Во время допроса он больше не может отрицать очевидное и постепенно начинает рассказывать, что произошло в лесу. Вскоре задерживают и Максима Валишина. Теперь оба молодых человека становятся главными фигурантами дела. Новость о раскрытии преступления быстро распространяется по всей стране. Люди не могут поверить, что все это время виновный находился рядом, помогал искать Лену и разговаривал с ее родителями, но впереди оставался суд, где родственникам девушки предстояло еще раз услышать подробности того дня, а самим обвиняемым посмотреть в глаза людям, которых они лишили самого дорогого. Именно тогда станет понятно, раскаиваются ли они или продолжают считать себя жертвами обстоятельств. 18 мая 2015 года в Челябинском областном суде начинается рассмотрение дела. На скамье подсудимых сидят Кирилл Планков и Максим Валишин. В зале суда присутствуют родители Лены, родственники, журналисты и люди, которые участвовали в поисках. Для многих это первая возможность увидеть обвиняемых после их задержания. Но поведение Кирилла удивляет присутствующих. Он выглядит спокойным, иногда улыбается, а иногда даже шутит. Отчим Лены одним из первых дает показания. Он вспоминает первые дни поисков и рассказывает, как Планков мог спокойно спать на скамейке в отделении полиции, пока сотни людей искали его дочь. Тетя Лены подтверждает, в телефоне Кирилла действительно находились переписки девушки. Он давно следил за ней, читал сообщения и контролировал практически всю ее жизнь. Следом выступают родители обвиняемых. Они описывают своих сыновей как добрых и спокойных людей. Говорят, что никогда не замечали за ними агрессии, но затем слово получает девушка Максима Валишина. И ее рассказ меняет атмосферу в зале. Она признается, что в ночь после убийства Максим приехал к ней и рассказал о произошедшем. По ее словам, он выглядел испуганным, плохо говорил и несколько раз повторял одну и ту же фразу. «Мы не думали, что все так закончится, однако следствие считает иначе. Выбранное место, ожидание в лесу, отсутствие камер и совместные действия молодых людей указывают на заранее подготовленный план. Защита пытается убедить суд, что Кирилл хотел лишь припугнуть Лену, а произошедшее стало трагической случайностью, но обвинение напоминает. После преступления молодые люди пошли домой, купили алкоголь, пригласили гостей и несколько дней изображали участие в поисках. Для родителей Лены это звучит страшнее любых экспертиз. Они понимают, все это время человек, которого они считали частью семьи, уже знал правду. Во время одного из перерывов журналисты задают Кириллу вопрос, какой срок он ожидает получить. Парень усмехается и отвечает, что рассчитывает примерно на 12 или 15 лет. Эти слова вызывают возмущение у присутствующих. Некоторые люди не могут сдержать слез, другие просто опускают глаза. Прокурор требует сурового наказания. 18 лет колонии строгого режима для Планкова и 17 лет для Валишина. 17 июня 2015 года суд выносит приговор. Кирилл Планков получает 17 лет и 6 месяцев лишения свободы. Максим Валишин получает 16 лет колонии строгого режима. Кроме этого, осужденные обязаны выплатить компенсацию семье Елены, но никакие деньги уже не смогут вернуть дочь. Спустя годы родители продолжают следить за судьбой убийц. Они добиваются того, чтобы их уведомляли о любых изменениях режима содержания. История Лены Патрушевой закончилась, но вопросы остались. Почему обычная подростковая ревность превратилась в жестокое преступление? Почему никто не заметил опасность раньше? И можно ли было спасти девушку? Возможно. Ответы на эти вопросы навсегда останутся только у двух человек, которые в тот ноябрьский вечер зашли вместе в лес и вышли оттуда уже без Лены. 17-летняя школьница просто хотела закончить отношения, но человек, которому она доверяла, не смог принять ее решение.
Именно поэтому история Лены Патрушевой до сих пор считается одним из самых страшных преступлений Челябинской области. А как вы считаете, можно ли было предотвратить эту трагедию? Напишите свое мнение в комментариях. И если вам интересны реальные расследования, загадочные исчезновения и преступления, которые потрясли всю страну, подписывайтесь на канал. Впереди еще много историй, в которых некоторые вопросы так и остались без ответа.